Всем большой-большой привет, и давайте начнем новую вышивальную неделю, которая у меня начинается с субботы. Итак, сегодня суббота, 8 июля, завтра у нас праздничный день, День независимости. В Аргентине, если праздник выпадает на выходной день, то он никуда не переносится, просто вам не повезло. Поэтому нам в июле не повезло, наш выходной, наш единственный праздничный день июля выпал на воскресенье, поэтому мы все дни в июле работаем как положено. Значит, я сегодня уже с утра села монтировать, соответственно, планы и первую неделю, серию, которую, я надеюсь, вы уже посмотрели, 21-ю, и обнаружила там, что я показывала эту тетрадочку свою со списком, но так и не рассказала, что там вообще, к чему и почему, потому что я на самом деле хотела рассказать про нее. Значит, я выписала в свое время все свои процессы, и периодически говорю, что мне хотелось бы в этом году каждый свой процесс хотя бы как минимум на 1000 крестиков продвинуть. И чтобы следить, что там продвинулось, что не продвинулось, потому что я, в принципе, конечно, помню, но 97 работ, и иногда что-то дозабывается. Соответственно, видите, у меня здесь есть работы, помеченные таким бледным розовым маркером и ярко-розовым маркером. Яркий – это те работы, которые не только продвинулись, но и закончились. А розовым я отмечаю работы, которые просто продвинулись минимум на 1000 крестиков. И здесь на прошлой неделе у меня вышел «Дом двух миров», я его уже закончила. Еще пока монтировала, думала, что я всю серию трясла перед вами, Dimensions показывала, но так ничего и не начала. Я уже говорила, во-первых, и неделя рабочая была, в предыдущей серии говорила. Во-вторых, в предыдущей же серии я говорила, что как-то он меня немножечко страшит, пугает, хотя по саге, когда я смотрю, он, мне кажется, не тяжелее карты мира. Но все-таки брать с утра карту мира сложную, а вечером Dimension сложный я тоже не стала, потому что не хочу я ошибаться. Я редко ошибаюсь в целом, но бывает так, что если ошибешься как-то так прям масштабно, не то, что там 2 крестика надо распустить, а масштабно, это, конечно, немножечко расстраивает, и как-то руки опускаются, процесс хочется отложить, забыть про это все. Мне не хочется, чтобы так случилось, поэтому я подумала, что логичнее всего будет взять все-таки в дни более расслабленные. Эти дни наконец-то наступили, эти дни выходные. На самом деле, я всегда говорю, что выходные я вышиваю меньше, чем на неделе. Но это обычно так случается, даже сравнивая предыдущую неделю, даже когда Маркетеса нет, я все равно в выходные занимаюсь какими-то домашними делами. Обычно я больше гуляю в выходные, поскольку на этой неделе я достаточно много гуляла, и я думаю, что не то, чтобы я вообще никуда походить не собираюсь, но думаю, что прогулки будут не настолько долгими, поэтому, в принципе, я планирую основательно пошить Dimensions в эти выходные, в субботу-воскресенье. Смотрите, я запялила ноги на обратную сторону, потому что уголок, и все-таки закреплять с той стороны больше доступ к изнанке, и мне так будет проще. Нитки я еще в прошлой серии показала, что они тут сплелись, косы. Подписала все, что тут, чтобы можно было удобно ориентироваться на пассаги, буду шить пассаги. Участок, пока я там сверяла этот, который у меня запялен, я проверила, что там вроде все правильно, без всяких ошибок, и, соответственно, буду шить. Получится здесь так. Получится здесь дерево.
да, кусочек дерева, крона, ствол, что-то вот будет через 2000 крестиков здесь нам уже видно. Но я посмотрела, что участок, в общем-то, такой не самый легкий, не самый сложный, ну, не очень простой, да. Плюс там и полукрест будет, и, кстати, в полукресте там прям совсем какие-то вкрапинки, которые вот, это я вообще не люблю. Уж если полукрест, ну, давайте хотя бы шпарить им, но нет. Ладно, я даже думаю попробовать, раз уж тут такая вот штука. Ну, я просто никогда же Dimensions не вышивала, и понимаю, что тут вот поролон, как это называется? Ну, в общем, что-то там проложено, и в него можно тыкать иголки. Думаю, что, может быть, даже попробовать вышивать несколькими иглами. Дело в том, что авторские схемы всегда вышиваю сразу большим количеством игл. 10, 20, ну, в зависимости от ситуация, от схемы, от процесса и настроения, но обычно это вот 10 игл минимум. Это с авторскими схемами. А с наборами, наоборот, я всегда вышиваю одной иголкой, потому что я не перевешиваю ничего. Переорганизация наборов, мне кажется, абсолютно делом неприятным, бесполезным. Ну, как в моем понимании, ты купил набор, чтобы открыть, и там уже все готово, и ты можешь вышивать. Мне не очень приятна вот эта идея открыть набор, заменить основу, переорганизовать нитки, перенавешивать на другие какие-то органайзеры. Кто-то еще и нитки меняет. Ну, то есть, а зачем тогда вообще набор? Чтобы просто соблюсти авторские права? Ну, окей, я лучше что-нибудь другое у свободных дизайнеров поищу. Поэтому я достаточно мало вышиваю наборов, потому что мне вот там все время что-то как-то не то. В этом конкретном Dimensions мне все то. Я очень долго выбирала набор. И, кстати, по-моему, никогда не рассказывала, почему мой самый первый Dimensions оказался именно вот этим набором. Я, в отличие от большинства, наверное, совершенно равнодушна к маякам от Dimensions. У них их очень много, но мне вот как-то они абсолютно не отзываются. Это с одной стороны. С другой стороны, мне вот это вот часто слышу знаменитое небо Dimensions. Мне оно... То есть я вижу в Аргентине очень много обалденно ярких закатов. Прям вырвиглазных. Прям таких, кажется, что вообще такого и быть-то не может, как так природа нарисовала. Но, то есть, это не то, что я никогда не видела яркие закаты, рассветы. Но то, что делает Dimensions, для меня это... вообще не похоже на натуральное. Поэтому вот эти вот все пейзажи с каким-то ярким небом мне сразу мимо. Для меня их небо нереалистичное. Вот здесь, кстати, небо реалистичное. Здесь очень плавные переходы. Тут его, правда, и немного, но тем не менее. И вот я думала о том, что я не скучаю по зиме, я абсолютно летний человек, я люблю лето, жару, зиму я не люблю. И вот, живя в Аргентине уже 12 лет, я за все это время, а перед переездом я тоже там так получилось, что почти не зимовала. В общем, не вижу я зиму. Уехала я из страны, в которой есть прям постоянная зима, в город, в котором нет снега зимой, в общем-то, 13 лет, да? И за это время я видела снег 2 раза. Один раз мы ездили прям принципиально в Патагонию, да, на юг Аргентины зимой. В частности, показать снег Маркетису, потому что он-то вообще его никогда не видел. А второй раз получился вот в этом году, когда мы были в путешествии тоже в Патагонии, но в другом месте, в Чардене. Хоть это была осень, в лесочках там прям был снег. Несколько дней мы прям видели снег. И прям снег, когда шел, и просто лежал, можно было там по нему походить, похрустеть. Все, больше снег я не видела. Но я не могу сказать, что я скучаю,
Но мне нравятся картинки зимние, фотографии зимние, смотреть красиво, такая зимняя сказка. Красиво, но в ней оказываться я не хочу, а вот посмотреть приятно. И я как раз думала о том, что у Dimensions мне нравятся зимние работы, зимние сюжеты, но мне не хотелось Новый год. Не хотелось Новый год, наверное, тоже по понятной причине, потому что у нас Новый год летом. Это сразу как бы не наша история. Вот просто зима, может быть, даже нашей историей, да, мне может отзываться каким-то югом, действительно, югом Аргентины. Да, там не совсем такие домики, но это уже детали. Вот березки там есть, например, да. Но это детали. А вот елка и снег – это сразу не про нас. Поэтому мне, конечно, хотелось что-то такое более нейтральное, но зимнее. И вот, собственно, нейтральное и зимнее. Я выбрала именно эту работу. А еще мне не хотелось кардиналов, потому что у нас кардиналы есть, вы смотрели, наверное, в предыдущей серии, если не пропускали Буэнос-Айрес, я показывала там кардиналы наши, птички местные, они немножко по-другому выглядят, но опять-таки они в столице. Там, где есть снег, там нет кардиналов. Вот, поэтому мне это тоже такая прям очень американская история. Мне хотелось что-то вот, чтобы можно было ассоциировать с собой. И вот в этой картинке мне более-менее все сошлось. Когда я разбирала тут нитки и смотрела по саге, я обнаружила количество снега. Это фрузелки. И это прям беспокоит меня это. Не люблю я. Не люблю не потому, что не люблю фрузелки крутить. Фрузелки я тоже не люблю крутить. Я что-то тут запачкалась. Я не люблю крутить фрузелки вот так вот. Что это вот протяжки делать? Вся работа на изнанке сразу бац, и будет вся в протяжках. А протяжки я же делаю не просто протяжки, а я протягиваю под уже имеющимися стежками. То есть для меня это все муторно. Мне до фрузелков-то еще ого-го сколько, да, очень много. Здесь, по-моему, я говорила 35 тысяч крестиков. Две выше будет 33 тысячи крестиков. Все равно до фрузелков далеко, поэтому не будем пока пугаться. В общем, на выходные план повышивать Dimensions. Не знаю, сколько получится, как пойдет. И я думаю, что в какой-то момент я, наверное, все-таки утомлюсь и что-то возьму на смену. Понятия не имею, что. Вот когда решу, сделаю отдельное включение и покажу вам. Пожелайте мне удачи. Что ж, вечер субботы. Хочу рассказать немного о своих первых впечатлениях. Вышивается медленно. И, пожалуй, самое неприятное в вышивке это выдергивать нитки из вот этого. Значит, видите, у меня 500 уже полностью израсходовалось. Там они еще в мотках, да? Израсходовалась в том плане, что часть я вышила, еще 2 ниточки остались на... Заправляю я сейчас, то есть я сегодня больше не буду Dimensions вышивать, а заправляю я на завтра. Смотрите, как вырвалось. Вот это вот какая-то там бумажка, клей. С мясом вырывается. Я пока повышивала, 6, наверное, ниток разных цветов. Не могу сказать, что вот это единственная нитка, которая так вырывается. Другие вырываются достаточно тяжело. Одна нитка прям нормально. Прям потянул и вытянул. А другие прям надо какие-то усилия, какие-то нечеловеческие, хочется сказать, принимать. Человеческие могу вытянуть, уже хорошо. Но вот когда это с мясом, это что мне это обрезать, вот это, как-то это неприятно. Так, я еще не смотрела, как там закреплены, там, по-моему, просто не смотрела, как закреплены остальные нитки, которых много используется. Это вот та нитка, которая много используется, и я вот отсюда все повыдирала, а дальше буду с тех мотков брать. Значит, в
как это втыкаю я туда. С этим вроде проблем нет. Пока взяла в работу 6 иголок. Вот стандартный набор от иголки DMC 26. Вышла я 336 крестиков. Сейчас покажу, что получилось. Вот. Значит, я здесь обнаружила ошибочку. Ошибка эта была сделана вот в тот далекий день в прошлом году, когда я начинала этот набор. Вот тут, видите, я распустила, у меня крестики были, вот тут вот видно, было все на один ниже. Ну, слава богу, надо было распустить 5 крестиков. Той ниткой, которая осталась, я вот сделала до того, до чего дотянулась. Она там была не сильно пушистая, поэтому я смогла ей уже и пошить чуть-чуть. Значит, здесь пока в работе один бленд, вот этот вот, который вырывается с мясом, темно-зеленый и черный. Его, наверное, больше всего здесь в листве. Вот, но я пока только один бленд сделала из одной ниточки черного, одной ниточки зеленого. Большую часть, наверное, буду завтра этим блендом вышивать. Я планирую продолжить вышивать завтра эту работу. На сегодня я чуть-чуть как-то притомилась. 18-я канва меня не смущает, она мне не мелкая. Я, в общем-то, вышиваю хлопиню тоже на 18-й. Мне нормально. Ну, то есть я к тому, что я откладываю не потому, что мне там в ночи тяжело или еще что-то, просто устала я немного от этой расцветки, от этой организации мишени. Ну, в общем, хочется сменить процесс. Чаще всего я замечаю, что когда меняешь процесс, вот когда уже какая-то эмоция идет уже не в кайф, меняешь процесс, и все-таки оно быстрее движется. Вот. Но завтра планирую взять ее обязательно, эту работу, и продвинуть ее еще. Что я буду дальше двигать сегодня? Вот достала вот эту работу, вот она у меня так запялена. Это, давайте покажу. Вот, это у меня, это немножко лампа, это от Ольги Ланкевич Савиньон Блан, который в моей интерпретации это шардоне. Значит, я буду вышивать бутылку, видите, она у меня снизу вышита, я буду дальше пойду в горлышко и так далее. Здесь будет листочек виноградный и, может быть, фон пошью. Нормальное там количество цветов. Вообще в работе всего используется 38 цветов, хотя работа, я бы не сказала, что прям большая, размер ее 155 на 177, и там всего 14 100 крестиков, а у меня там тут вышито где-то 500. Вот. То есть, зато блендов, кстати, не так уж много, по-моему, 4 бленда. Так что вот это вот у меня планы на сегодняшний вечер. И завтра, я думаю, снова начну с Dimensions. И когда устану, снова возьму вот эту работу. Итак, 10 июля, понедельник. Время уже после полудня. Опять у меня на этой неделе что-то работы много. Ну, давайте про выходные. Значит, выходные я провела максимально непродуктивно в плане вышивки, но максимально продуктивно в плане общения. Видимо, скучаю я по Маркетсу, и несмотря на то, что работы было много, общения было много на неделе, в общем, в выходные было еще больше общения. Все чаты, со всеми созвонилась, с Маркетсом созвонилась, с родителями созвонилась. В общем, вышивала мало. Но, тем не менее, смотрите, бутылку я закончила и даже начала на ней бэкстич. Ну, закончила я бутылку, тут еще пробки нет. Вот, но, тем не менее, и бэкстич по бокам пока еще не сделан, потому что здесь будут другие элементы вокруг. Но вот, тем не менее, вот такая она, бутылочка классная. Есть, видите, на этикетке ничего вразумительного не понятно, что-то там написано. Она такая, знаете, выглядит как очень старая бутылка, вот достали из какого-то погреба, что-то такое лимитированное, прям вот
так вот. Значит, я, когда ее вышивала, подумала, что какое интересное совпадение. Я совершенно не планировала на ярмарке. Вот в предыдущей серии была это фестиваль гастрономический. Я там не планировала вино брать. Я, наоборот, думала, что куплю какие-нибудь сыры-колбасы. Но вот в итоге взяла вино и подумала, что как чудесно совпало, да, что вот я вышиваю и как раз бутылочку вина взяла. Значит, продвинула здесь что-то типа в сумме за оба дня 500 крестиков, что-то такое. А я планирую вышить все-таки 1000 там. Здесь не вышлось даже 1000. Но опять-таки я даже не буду говорить, что это день такой сложный. Нет, это я очень много отвлекалась. Значит, не знаю, виден ли вам бленд. Мне кажется, бленд этот вот... Здесь я очень много шила просто этим блендом, поэтому максимально про него. Вот он черный с зеленым. И мне кажется, что такой достаточно контрастный он, с одной стороны, ну, то есть точно видно, где черный, где зеленый. И ложиться я иногда вот заморачиваюсь, знаете, и смотрю, чтобы вот всегда, например, черная нитка ложилась вниз, а зеленая вверх. Но это не этот случай. Поэтому здесь у меня ложится то туда, то сюда. И от этого, в общем-то, вот эта вот неравномерность какая-то видна, какая-то иллюзия кривизны крестиков за счет того, что вот нитка то одна сверху, то другая. И поэтому иногда я заморачиваюсь, но мне кажется, в листве это, наоборот, создает вот такой вот эффект более живого дерева, что ли. Не знаю, как объяснить, но мне кажется, что все здесь будет очень классно, когда будет, да, пока это просто вот мешанина цветов. Вышла я здесь, ну, как я уже говорила, меньше 1000, там 800 с чем-то. Ну, вышивается нормально в целом, но да, вот разброс здесь большой. Кстати, вот блендом очень хорошо шилось, потому что бленда этого очень много вышивается, несмотря на то, что оно вот тут вот и шахматкой, и черти чем, но как-то вот берешь и этим блендом шьешь. Так. Значит, это вот все, что было в выходные, не очень много, но тем не менее продвигалась. Так, сейчас уберу, чтобы не мешалось. Я на эту неделю рабочую, как обычно, беру 1000 на карте мира. Значит, уже знаю, что на завтра у меня работа утренняя, поэтому завтра карту мира не возьму. Будет карта мира сегодня максимально, что смогу сделать. И постараюсь в среду все-таки с ней закончить. Но если не получится, то в четверг придется взять. Значит, смотрите, у меня здесь какое-то пятно, какое-то что-то там такое вот грязное, неприятно. Расстроилась я. Но, надеюсь, отстирается, когда стирать буду. Сейчас, конечно, я не буду стирать. Я переставила пяльца на этой работе. В прошлый раз у меня было вот повыше. Я Африку вышивала и там заполняла некоторые пробелы. Теперь буду дошивать Африку и заполнять некоторые пробелы внизу. Давайте посмотрим немного на превью. Значит, я, наверное, дотянусь вот до этого участка. Я тут смотрела, что, оказывается, вот здесь был бэкстич, который, ну, он не влез сейчас, но я не сделала в прошлый раз. Я не помню это, потому что я просто не обратила внимания, не заметила его, забыла. Или там чего-то не хватало по крестикам. В общем, оно, в принципе, совсем в чистом поле. Вот, поэтому буду смотреть, хватит ли мне на этой неделе 1000, чтобы закончить вот тут вот, видите, какая мешанина веселая, кораблики опять, вот тут вот какая-то такая вот рябь океанская, морская. Посмотрим. В принципе, вот здесь много бэкстича. Бэкстич обычно делается достаточно быстро и суммирует вот эти вот крестики по марафону достаточно быстро, поэтому, возможно, все здесь пойдет благодаря бэкстичу быстрее, но, с другой стороны, может быть, и нет. В общем, посмотрю, что и как, куда мне двигаться дальше. Хотелось бы
вот максимально это полушарие подбивать и затем уже идти, возвращаться снова в рамочку. Так, значит, пока это выглядит вот так. И на сегодняшний вечер, и, видимо, на завтрашний вечер у меня следующая запланированная такая обязательная норма 1100 на вот этом букете. Здесь всего осталось, причем не надо ничего там рушить. Ну ладно, рушить. Здесь остается 2200 до финиша. И вот я планирую на этой неделе половину сделать и на следующей неделе уже финишировать. Ну, понятно, что в этой серии я пока не финиширую, но максимально подобью. Я надеюсь, что в этой серии у меня закончатся крестики, наверное. Ну или все-таки нет, наверное, я вот здесь не везде дотянусь. В общем, максимально на этом участке я повышиваю крест, полукрест. И думаю, что уже можно будет, если я вот здесь заполню крестики, делать бэкстич. Вот, в принципе, я думаю, что на анимона мне хватит 2 дня, а вот с картой мира посмотрим. Ну и, как обычно, как только на одном из этих сюжетов появится норма, я подключусь, покажу и расскажу, что будет вместо того сюжета, на котором норма уже выполнена. Думаю, что завтра по работе я погуляю немало, может быть, что-то поснимаю вам, а вы посмотрите, да, на Аргентину, ну, или промотаете те, кому не интересно. Вторник, друзья мои, я забыла наушники. И буду надеяться, что вообще хоть что-нибудь у меня будет слышно. Иду я по работе. И вот мимо красивого здания прохожу. Сейчас поближе вам его покажу. Это инженерный факультет или архитектурный. В общем, факультет. Сейчас покажу. Смотрите, какая красота. Это все-таки инженерный факультет, я все время путаю, потому что история именно архитектора, который строил это здание, весьма веселая. А вот тут вот собачья площадка. Они вот тут бесятся. Пёсели. Такой собачий детский сад. Такая прелесть. Так, я иду с другой стороны показать вам факультет. Много автобусов ходит, поэтому, наверное, рассказывать будет достаточно сложно или слушать вам будет сложно. Значит, в готическом стиле в итоге это здание сделали, хотя до этого был совершенно другой проект. Строили его очень медленно, денег там из-за войн. Потому что это все началось еще до Первой мировой, насколько я помню. В общем, все было сложно, и в какой-то момент главный архитектор умирает, и есть такой слух, что он покончил с собой, потому что понял, что вычисления неверные, и, в общем, проект этот завершить нельзя, и вообще есть угроза обрушения. Ну вот, насколько это правда, так и неизвестно, потому что оригинальный проект так и не был закончен. Вот закончено оно было не совсем так, как планировалось. Давайте детали покажу. Снимала я вам, значит, факультет, а сама думаю, что-то странное, к факультету я должна была завтра приезжать, а сегодня у меня другой маршрут. Но у меня такое бывает иногда, я вот иду, что-то красивое увидела, рот открыла, все, как сорока, куда-то побежала, что-то сфотографировала, а дальше вместо того, чтобы вернуться на исходную точку и двигаться по нужному мне маршруту, я иду вот дальше по прямой. И потом вдруг я поняла, что я что-то как-то не туда ушла. Я город хорошо знаю. И смотрю, что-то не то.
В общем, совсем не то, совсем не туда. Сейчас я иду по району Реколеты. Кстати, о невыложенных роликах, о которых я рассказывала, мы, например, еще с Маркицем в самом начале снимали видео про Реколету, про кладбище. И вот я одно кладбище уже показывала, но это другое, а Реколету не показывала. Но, тем не менее, у меня есть. Вот, и здесь обычно, где я сейчас иду, в выходные проходят ярмарки. Здесь все заставлено палаточками, там что-то все продают. Ручной работы и так далее. Ну вот, сейчас я сюда забрела по ошибке. Сейчас буду отсюда выбредать. Ну, к счастью, у меня есть время, чтобы вот так вот можно без проблем заблудиться. Дерево знаменитое, 150 раз его показывала. Бутылочное дерево, стебли великолепные, вон их 2 с шипами, лысые. А в конце лета они цветут розовыми листьями, а потом у них вот такие вот, вон, видите, одна одинокая штука висит. Это хлопковое дерево называется, но когда открывается, вот это вот, ну как ее назвать, не знаю, шишка. Оттуда такое хлопкообразное вещество высыпается, но это не хлопок, да? Вот, ну что, пойду я возвращаться на нужный мне маршрут. Помните, в предыдущей серии показывала вам деревья огромные. Смотрите, сколько их тут. Вот, это все фикусы. Как они эластичные, они же разные фикусы бывают. Вот. И вот. И вот здесь, видите, как шикарно дерево изогнулось. Недалеко отсюда, вон там вот еще одно. Недалеко отсюда, если вот туда вот идти, прям вообще огромное-огромное. И там его прям поддерживают специальные конструкции. А вот здесь вот так вот. Видите, они тоже в какой-то мере огорожены. Потому что, видите, решеточка, она днем здесь открыта, а на ночь закрывают. Обалденная. Веселая история про эти фикусы. Я, прежде чем уезжать в Аргентину, родителям оставила на попечение свои цветы. Ну, то есть, как бы я до этого и так с ними жила, но просто вот сказала, какие мои домашние цветы самые любимые, чтобы их, пожалуйста, ничего себе не делали, чтобы за ними ухаживали, любили и вообще. И через несколько лет родители приехали ко мне в Аргентину в гости. И мама увидела вот это дерево. Вот такое вот, да. Потому что именно одним из горшочков был горшочек как раз вот с этим фикусом. И мама поняла, во что это может превратиться. Так, еще немного красоты. Я, наверное, не удержусь, потому что на этой улице находится магазин с моими самыми любимыми духами. И нос у них аргентинец. И я их нежно люблю. Местами наш город выглядит весьма современно и, ну, не настолько прекрасно. Но есть районы, прям это любовная любовь. Так, значит, немного про духи. Ну, сказала уже, нос аргентинец, и у них там определенная концепция, которая мне еще и нравится помимо ароматов. У них, по-моему, во всех ароматах 3 основных, ну, в общем, 3 составляющие как-то. Я не особо по парфюмам,
Я парфюм только у этой компании прихожу периодически понюхать, послушать. Так, у них 3 ингредиента всегда. И концепция в том, что эти составляющие это преимущественно... Что это преимущественно? Это преимущественно какие-то эндемики или какие-то... Короче, наша местная, аргентинская или бразильская. Вот в частности, я ходила сегодня послушать и спросить, не поступило ли то, что я так давно мечтаю прикупить. И там больше такой бразильский уклон. Вот. Ну, у меня, например, есть 2 парфюма от них, и это вот такая чистая Аргентина. Одна прям так и называется «Влажная пампа», а другая, я сейчас уже не вспомню, что там в составе, но помню, что шерба маты, ну, то есть маты, да, вот то, что я пью, через трубочку странное такое, вот одно из. Поэтому, так, а вот здесь вот, раз уж у нас тут прогулка такая образовательная, это посольство Франции. Так, продолжу рассказ. Я себя не показываю, потому что я без наушников. Вот. И, соответственно, на вытянутой руке будет плохо слышно, поэтому такая вот рандомная картинка. Отвлеклась я на Францию, значит, про парфюм еще раз. 3 ноты, все унисекс и завязано на нашем континенте. И вот у них там еще и есть разные линии. Например, линия персонажей. Да, вот я делала видео в свое время про ботанический сад и нашего главного озеленителя Карлоса Тайса. И вот у них есть парфюм Карлос Тайс, и там собраны соответствующие ароматы, наиболее такие вот ассоциирующийся с ним, так сказать. Был у нас еще такой президент-политик Росас, да, это фамилия его, но она, естественно, ассоциируется с розами, поэтому там 3 ноты, 3 разные розы, все, да, с нашего континента, ну и так далее, вот. А у меня в «Хочушках» давным-давно уже один из таких очень сладких ароматов. Ну, я уже сказала, что, да, с Бразилией связанный. Поскольку у них штаб-квартира и производство все в Милане, вот до нас вечно не доезжает. Я в прошлый раз, по-моему, была у них давным-давно, либо в начале пандемии, либо еще до нее, и вот тоже не было этого аромата, и сейчас тоже нет. Ну, в общем, записалась. Поставили меня в список ожидающих. Посмотрим, повезет ли мне когда-нибудь. Ну, вот сейчас я им так немножечко припарфюмилась. Так вкусно, так сладко. Я не очень люблю сладкие в целом, но это прям что-то из детства. Знаете, мне почему-то очень напоминает совсем такое раннее детство, еще где-то 4-5 лет мне было. И выходные у бабушки. Бабушка делала блинчики жирные, сладкие. Сахар на зубах скрипел. Вот мне и аромат от них всегда такой шел. Вот, несмотря на то, что тема вроде как бразильская. А, кстати, вот полиция. Полиция, почему я про нее вспомнила? Это та самая полиция. Помните, у нас в компании украли чековые книжки в ноябре прошлого года. И я вот ходила, вот именно в эту полицию я ходила. Так, все, я почти подошла уже к месту, которое мне нужно. Так что пойду-ка я и поработаю, хватит болтать. Так, запомните эту некрасивую картинку. Смотрите. Такое все не очень красивое. Сейчас покажу, как это выглядит спереди, но в принципе уже понятно, да, что там будет сейчас красиво. Вуаля! И вид спереди. Я, по-моему, уже показывала это здание, но это одно из моих самых любимых зданий. Потрясающе, что там творится наверху. Очень красиво. Очень красиво. Давайте поближе все.
Ну, просто обожаю работать в такую шикарную погоду. Это у нас рассвет, понимаете ли? Никакого рассвета нет, потому что все затянуто тучами. Ладно, пошла я страдать. Держу вас в курсе. Я поработала. Дождь так и идет. Библиотека наша национальная. Все, домой. Дорогие друзья, сегодня вот уже 12 июля, среда. Ну и продолжая тему парфюма, о котором я говорила, я уже притащила бутылки в кадр. Значит, видите, это вот, например, вода, и здесь вообще пишут они, короче, ручками, да, вот, это, например, вода, а это парфюм, и уже здесь прям выгравировано название. Значит, что хотела рассказать, вот это у меня по регионам, пампа-умида, здесь, по-моему, розмарин, эвкалипт и как-то там зелень, зеленуха, зеленые ноты. А это вот вообще восхитительная штука, это по... как бы это назвать-то, по архитектурному проекту Луиса Канна. Луис Канн, кстати, родился в Российской империи. Вот, но в США он делал это все. В общем, посвящено все архитектуре, короче, связь архитектуры и парфюма, да, то есть там регионы, какие-то знаменитые личности, места и так далее, да, разные, я говорила, линии. И что еще хотела сказать, называется, видите, Фуэгея, 1833 Патагония. Значит, в 1833 году Дарвин прибывает, да, на корабле «Бигль» к нам в Аргентину, в Патагонию. И вот Фуэгия, так звали девушку, которую вот он там изучал же все, да, что свои теории доказывал. Он взял девушку из местных обитателей на тот момент Патагонии и, в общем-то, наблюдал за ней, изучал ее. И вот она, у нее, конечно, имя было другое, но в итоге известна она как Фуэгия. И там, кстати, парфюм тоже посвящен различным и Дарвину, и есть одноименный Фуэгея и так далее. Значит, чембер этот пахнет потрясающе. Чем? Значит, маты, как я говорила, дно озера, короче, они пишут это официально, но, в общем, как это? Земля. Земля. И еще есть такая травка местная, называется барба де вьехо. Это какой-то наш эндемик, но смешно переводится, потому что барба де вьехо – это борода старца. Вот, и я все время смеюсь, что это у меня маты, борода старца и земля. Дно. Как это называется на дне озера, которое собирается... Господи, ну все, я забыла это слово, вы наверняка меня поняли. Так, ладно. Еще раз, сегодня уже среда, 12 июля, я расскажу вам, чем занималась предыдущие 2 дня, потому что сегодня вот уже дело обеденное время уже, я не вышивала еще, только пришла с работы. Значит, я за понедельник и вторник закончила свою 1100 нормовую нагрузку на анимонах. В принципе, наверное, можно было бы ее размотать, потому что буду переставлять немного пяльц, наверное, хотя, может быть... Ну, в общем, это я на следующей неделе подумаю. Значит, смотрите, я, чтобы вот прям... не мучить себя потом только бэком или только полукрестом или еще чем-то, повышивала всего понемногу, заполняла вот все, что здесь могла дотянуться, пошила и полукрест. Он, как вы видите, все-таки еще не закончен, потому что такие ровные линии. И бэкстич пошила, и черные, и белые. Вот здесь сделала, например, в ягодках фрузелки, но не сделала еще бэкстич, белый будет. Здесь вот тоже не хватает и бэкстича, и фрузелку. Бэкстич здесь 2 цветов, и
черный и белый есть в одно и в два сложения. Поэтому здесь еще вот есть над чем потрудиться. Мне остается немного крестиков вот здесь в листочке, вот здесь и, собственно, стебли доделать. И остается здесь меньше 1100 крестиков, но уже на следующей неделе буду заканчивать. Честно говоря, если бы не выбрали вы его, я бы, конечно, отложила его, потому что что-то как-то, ну, не то чтобы тяжело идет, нет, но остаются, видите, вот эти всякие дырочки вот здесь, чуть-чуть вот здесь. Это все-таки немного утомляет, а у меня, как я уже говорила, сейчас что-то работы именно выездной много, и хочется посидеть иногда, не особо задумываясь, что-то повышивать, но не до такой степени, что брать овечку, совсем примитив. Вот, поэтому вечная дилемма. Значит, на карте мира было еще грустнее, ну, не то чтобы грустнее, я успела вышить только в понедельник 300 крестиков. Видите, я не столько над Африкой тут трудилась, а ушла вот сюда вниз, здесь табличка с какой-то там фразой будет, я даже не смотрела еще, что там написано. Значит, вышивала я преимущественно вот этими цветами, но еще и желтеньким таким посветлее. Просто он у меня использовался здесь, я подумала, что здесь уж тоже сделаю, и, в общем, так получилось, что вышивала и здесь. В целом, значит, мне остается 700 крестиков, в целом это много, но с другой стороны, если продолжать как бы искать более простые пути, то можно будет эти 700 крестиков добить, например, бэкстичем, да, в этом писанине. Можно вот тут вот еще вышить бэкстич, где я еще дотянусь. Ну, в общем, где дотянусь, можно это все сделать и повышивать вот, да, саму рамочку, она попроще. Я думаю, что я так и поступлю, потому что сегодня время уже после 2, я еще не обедала, кстати, сейчас пока пообедаю. И, может быть, все-таки возьму немного повышивать, чтобы, да, хотя бы еще 200 крестиков сделать и остатки доделывать уже завтра. Надеюсь, что завтра никуда не пойду. В первую очередь, я надеюсь, из-за погоды. Это просто вот дождь, невыносимо. Значит, может быть, конечно, я сегодня вышлю, в чем я сильно сомневаюсь, но, может быть, оставлю все на завтра. И если я пойду, конечно, в бэкстич, то хотелось бы, конечно, за один присест и закончить. Я не особо придумала, что вот к чему у меня больше душа лежит именно прямо сейчас. Ну, прямо сейчас у меня душа лежит к обеду, поэтому я сначала пообедаю. А вот после обеда я подозреваю, что если я все-таки карту решу отложить, то я, наверное, буду дошивать вот здесь на бутылке. Я, по-моему, в прошлый раз вышила что-то типа 500, там крестиковый бэкстич, но, в общем, по марафону получилось 500. И думаю, что было бы здорово добить норму, и чтобы была 1000. И если вдруг что-то пойдет не так, и я не захочу вышивать этот процесс, то, наверное, буду отдельно включаться. Будем смотреть, что там мне захочется повышивать. Лен итальянский. Так, привет от кошечки. Итальянский лен приятный очень, достаточно плотненький, видите, там, конечно, просвечивает, но не до такой степени, что прям совсем сетка. Он такой даже не столько плотненький, сколько сами нити достаточно... Как это назвать? Господи, что-то совсем. Я как раз утром работала переводчиком, что вот все свои силы на русский язык. Что такое? Не сбивай меня, это ты меня сбиваешь. В общем, сами переплетения, может быть, и не настолько плотные, но ниточки потолще. Вот. И он от этого кажется плотнее, хотя все-таки, конечно, просвечивает. Прилично. Вот. Я хочу здесь повышивать и фон, и пробку доделать, и в листью идти, а фон здесь полукрестом. И когда вот это вот тут вот хотя бы с этой стороны все сложится, можно будет еще и бэкстич сделать.
Вот. Мне очень нравится не только потому, что как схема сделана, а вот по ощущениям этот лен очень приятный, на нем приятно мне лично вышивать. Все, пошла я обслуживать кошку, обедать сама и расскажу вам попозже, что у меня получается. На календаре у нас какое? Не могу. 13 июля, четверг, и знаете, что я хотела сказать? Хотела рассказать, что когда я только решила в итоге снимать недели, по причине того, что действительно могу снимать каждый день, и потому что последнее время я вышиваю больше обычного, сразу у меня как-то поменялись обстоятельства, что я перестала вышивать. Даже это не то, чтобы был осознанный выбор, что я перестала вышивать много. Действительно навалилось очень много работы. Я, если честно, рада тому, что навалилось много работы, потому что все-таки находиться одной мне проще загруженной работой, а не просто с вышивкой, потому что я так все-таки меньше скучаю, у меня так больше дел. Поэтому в этом плане я рада. Но, тем не менее, показать я вам могу меньше, чем предполагала, что смогу показать. Значит, смотрите, я вчера вечером в итоге все-таки взяла карту, но я попозже об этом расскажу. Я закончила 1000 на вине. Значит, сейчас у нас наконец-то закончился дождь. Очень холодно, но хотя бы уже без дождя, и чуть-чуть проглядывает солнышко, поэтому сейчас освещение такое, что оно как бы еще там за тучами, но все-таки, если вот тучи бы разошлись, оно бы мне светило совсем в глаза, но оно так выглядывает, короче. Поменьше про солнце, побольше про вышивку. Значит, здесь немного странный полукрест, потому что вот это один и тот же цвет, но здесь он в 2 нити, а здесь в 1 нить. Обычно я встречаю, если полукрест в 2 и в 1 нити, то это обычно, ближе к объектам более яркий, поэтому в 2 нити, а дальше там типа сливается и в 1. Здесь нет, трясусь. Здесь нет, здесь вот в 1 нить, здесь тоже будет в 1 нить другого цвета, а дальше будет как раз в 2 нити. Посмотрим, это, наверное, из-за, создания теней, и в том числе и от бутылки, но посмотрим, что получится. Но сначала меня это немного удивило, я даже перепроверяла несколько раз. В общем, здесь я 1000 закончила, вышила, несмотря на то, что не сделала здесь ни бэкстич, не довышивала виноградные листья, но вышивала вчера до момента, когда просто уже потом шла спать, потому что уставшая, и как раз закончила 1000 с небольшим. И можно опять-таки вычеркивать отсюда. Да, еще один сюжет вышит. Дальше, уже и солнышко, оно там в кадр не видно, но все-таки уже светит нам прям в окна. Так, здесь отложу это, потому что больше ничего я не заканчивала. Значит, вот карта. Продвинулась она на 1000, опять-таки в Земле это всегда видно меньше, потому что многое прибавляется в каких-то таких областях, которые не настолько ярко заметное продвижение здесь, но тем не менее. Я вообще думала заполнять эту рамочку внутри. И видите, я вышила белым, но здесь будет еще внутри и голубоватый цвет. Я с этой стороны уже начала им вышивать. И уже поверх этого будет надпись. Я думала, что мне это все нужно будет вышивать, но в итоге дошила до 1000. Кстати, в этот раз прям ровно 1000 получилось. Я обычно не останавливаюсь прям на 1000 ровно. Я обычно вышиваю либо нитку заканчиваю, либо какой-то
логический участок, либо просто по времени, да, допустим, перед сном, уж если я 1000 вышила, а мне там до сна еще полчаса я повышиваю, тот же процесс. А вот в этот раз получилось так, что прям ровно равнёхонько 1000. Это, по-моему, мне никогда не получается так, вот в этот раз такая вот история. Значит, я здесь все-таки отдавала преимущество Африке, хотя в какой-то момент, видите, ушла вот сюда на рамочку. И я подумала о том, что мне здесь еще достаточно прилично остается вышивать, именно вот не переставляя снапы, потому что, посмотрите, когда закончится Африка, а здесь вот, да, еще что-то пропущено в серединке, по бокам, там достаточно много вот такая вот мешанина здесь. Подписи, кораблики, да, совсем на юге Африки, и дальше пойдут еще какие-то вот здесь объекты, не очень я понимаю, что это. Вот. Это будет где-то примерно вот здесь. Поэтому я не буду, опять-таки, переставлять снап. Уже в следующей серии мы, конечно, это будем смотреть, потому что на этой неделе я норму выполнила. Но, тем не менее, я подумала, что было бы достаточно героически с моей стороны прям вот весь месяц вышивать полушария, не уходя в рамку в основную. Вот. Посмотрим, да. Я думаю, что здесь еще, может быть, 1000 крестиков-то и будет. Но до конца месяца нам еще, наверное, 2000 надо вышить. Мне. Вот, поэтому пока откладываю, не переставляю пальцы. И я с утра сегодня думала, что мне вроде как никуда сегодня не надо, хотя там кое-какие дела накопились, но по работе не надо. Но по работе мне нужно будет завтра, и до того, как я об этом узнала, я думала взять еще Dimensions повышивать. А когда я поняла объем работы, который мне нужно будет сделать завтра, я поняла, что что-то я... А еще и плюс сегодня то, что мне нужно будет делать из дома, я решила все-таки взять и пойти по пути наименьшего сопротивления и вышивать Мабон. Она просто очень хорошо, легко вышивается и дарит мне радость. Не то чтобы Dimensions мне не дарит радость, но я не могу сказать, что он прям совсем легко и хорошо, непринужденно вышивается. Значит, буду продолжать в платье. Мне здесь остается 1500 до выполнения нормы. Да, и эта работа у меня выпала 2 раза в выборе зрителей, да, и большинством голосов и рандом выбрала ее, так что вот 1500 крестиков я вышила, еще остается еще 1500. Вот буду заниматься этим. Если вдруг устану, возьму овечек, потому что почти середина месяца, а я их там 131 крестик вышила, а там всего, по-моему, 1600 в этом месяце. Вот такие у меня планы, и завтра после работы уже запишу последний финальный отрывочек, будем заканчивать эту неделю. Она, мне кажется, какая-то, по моим пока ощущениям, какая-то не очень эмоционально интересная в плане вышивки именно. Хотя я на этой неделе как раз вышивала Dimensions. Но мне кажется, в выходные я как-то вот не особенно усиленно этим занималась, потому что очень много общалась, и не смогла, скажем так, насладиться и понять. Вот, в эти выходные, которые будут уже следующей вышивальной неделей, я боюсь, что мне опять это не удастся, потому что у меня там какие-то планы очень большие. Но посмотрим. Пока надо пережить пятницу, и четверг. Доработать, довышивать сегодняшний день. Встретимся в следующем включении, посмотрим, что там и как. Внезапно сегодня суббота, 15 июля. Не смогла я вчера, увы, подключиться как положено в пятницу вечером закончить неделю, потому что я дошивала Мабон. Мне оставалось совсем чуть-чуть, мне хотелось закончить, не оставлять там 100 крестиков на следующий день, на следующую вышивальную неделю и так далее.
И я достаточно комфортно успела, но на момент, когда я закончила, я снимать уже ничего не хотела. Я хотела просто в душе спать. Значит, вот такая моя красотка. Смотрите, почти вот эта вот часть платья готова. Тут вот какие-то дырочки одним цветом, они будут тоже зашиваться. Мне очень нравится, что получается. Давайте я попробую вот это вот все сейчас снять. И мы посмотрим. Давайте я за кадром буду снимать, а вам что-нибудь тут расскажу. Значит, у меня вчера была достаточно такая рабочая пятница. Утром много я гуляла по городу и, к сожалению, вам ничего не сняла. И подумала о том, что у меня там был момент, когда мне надо было быстро ходить и не отвлекаться. А был момент, наоборот, когда мне надо было время скоротать, и, в принципе, я могла бы поснимать. Но я не снимала, и я вот думала о том, что с городом такая история, что иногда прям хочется делиться, а иногда хочется, знаете, такой, только для себя, ни с кем делиться, наслаждаться моментом. Вот, поэтому я вот вчера наслаждалась моментом, что называется, потому что до этого был долго дождь. Вам не кажется, что это так немножко интимно появляются в кадре эти прокладки прокладки уже не очень звучит, конечно. Кружева. Так, я почти сняла. Значит, Мабон была выбрана, напоминаю, вами. И я на ней вышила 1500 в предыдущей серии. И вот еще 1500 дошила в этой серии. Там сейчас, по-моему, 56-57% готово. Сейчас я все уберу. Так. Вот. Понятно, да, я только что сняла, поэтому все как было запялено, так и осталась. Вот она такая красотка. Вот. Видите, здесь, значит, уже край, потому что она круглая у меня. И вот тут еще платье-то ого-го шить. И бэкстич только на листочках, на самом платье нет вообще никакого бэкстича. Я, как вы видите, 3000 умудрилась закончить вот на этом участке. Вот это я тоже повышивала, вот так вот. Да, и все без бэкстича, потому что даже сейчас вот тут вот еще не доделано как-то. И плюс, чтобы идти по кромке платья, да, надо же все-таки вокруг вышить вот то, что здесь будет немножко листвы. Так что вот 3000 прибавилось. Давайте, все соседи, давайте посверлите, пошуршите. Вот. Значит, под эти прекрасные звуки скажу вам, что неделя моя вышивальная, как вы понимаете, закончилась. Так, отлично. И закончилась она... вообще странная была неделя, хочу вам сказать. Я не знаю, как это будет. Понятно, что я сейчас пойду монтировать и посмотрим, что там и как. Но по моим непосредственно ощущениям такое чувство, что я вышивала на этой неделе меньше и вообще рассказывала меньше. Наверное, рассказывала я меньше, снимала меньше города, но тем не менее именно по вышивке мне казалось, что я и вышила меньше. Тем не менее, вот в предыдущую неделю я вышила 5000 по статистике, а в эту неделю я вышила 5500. Но по ощущениям все совсем не так. В общем, была хорошая, оказывается, была хорошая, продуктивная неделя, а я и не заметила. Мы увидимся с вами в следующей серии. Следующая серия тоже будет такой недельной. Я надеюсь, что вам было не так. У вас не осталось таких впечатлений, как у меня, что какая-то серия никакущая. У меня, к сожалению, почему-то вот так. Все. Прощаюсь и до новых встреч. Пока.